ребят! Так, скажите, пожалуйста, как звук? Слышно ли меня? Сейчас, Аня тоже Ой, сейчас Аня подойдет. Так, а почему у нас не вижу пока Аню? Не вижу. Отлично, супер, я рада. Так, я не вижу у меня вообще второго окошка. Хм. Ой, эти настройки- это просто что-то с чем-то для меня. Мне аж прям мандраж просто. Я не вижу второго окошка. Что происходит? Ребят, это моя первая трансляция, когда я со вторым человеком настраиваю сама, поэтому сразу прошу прощения. У меня, вы знаете, те, кто со мной уже, я всегда с этим О, щас. Аня, привет! Ура! Это Как хорошо. звук? Ты слышишь Ну, меня? пока нормально, да, слышу. Отлично, прекрасно выглядишь. Спасибо, ты тоже. Спасибо большое. Ребят, дайте, пожалуйста, обратную связь нам. Давайте, во-первых, поприветствуем Аню. У нее канал на YouTube Анна Harmony, да? Правильно Мгм. так говорить по-английски? Да, Гармония? да. А кто-то там спрашивал из ребят, почему гармония? Почему так, Потому что я вся назвала? такая гармоничная. Я гармоничная женщина. Ну, на самом деле могу сказать, что пообщавшись, до эфира с Аней, вот какая-то такая очень спокойная, аура у Ани, и какая-то такая прям передаётся. Хотя я всё равно мандражирую от того, что технически просто переживаю. Но вроде ничего, всё. Но Просто, надо ребят почаще вести эфиры, чтобы привыкнуть к ним. Вот, Чего-чего? не будешь. Нужно почаще делать эфиры, чтобы не мандражировать, привыкнуть к Да, ним. ну, я займусь этим. Так, Ань, хотела у тя сразу так, мы по звуку всё сделали, Аня те там передают приветики. И сейчас, ребят, я хотела вам сказать, что так как я через YouTube делаю, не через обычное приложение, ну, я надеюсь, что у меня выдержит, но батарея может у меня всё-таки не выдержать. Поэтому вот сколько получится, столько получится. Но можно с перерывами потом, когда подзарядишься, чтобы уж Да. Ань, расскажи, пожалуйста, чуть-чуть, как ты попала в Америку? Ты живёшь в Америке, и вот подробности такие очень интересные. Познакомилась с мужем в "Перископе". Было приложение "Перископ". Я ещё по-английски тогда не говорила. Вот, и муж мне через "Телеграм" написал, что он хочет со мной познакомиться, что он меня смотрит уже месяц в "Перископе" и пригласил меня в Америку. Ну, по турвизе. А я говорю: "Я не поеду по турвизе, потому что, а вдруг я захочу, типа, влюблюсь и захочу остаться. И нельзя по Мгм. турвизе, ну, это нарушение закона". А он говорит: "Ну ладно, тогда я приеду". И вот он приехал в Россию, и мы женились в России. И вот потом я сюда приехала по Ты визе. находишься во Флориде или Да. Флорида, правильно? Да, Флорида, Мгм. Флорида, без разницы. Мгм. А, Ребят, сразу хочу сказать, что я оставила ссылку на Анин канал, вот с самого начала это не сказала. И мы сегодня, конечно же, будем говорить про отношения, про то, кто виноват в отношениях, мужчина или женщина. Вот, ты познакомилась, с американским мужем. Вот, что ты можешь сказать вообще? Вот, отличаются ли мужчины там, заграничные, от наших? Ты же из России сама. Конечно, отличаются, но всё равно это не значит, что здесь так легко с ними жить. Познакомиться легче, потому что мужчин в Америке много. Познакомиться, правда, легче с ними. Но вот ужиться, видите, у меня не получилось. А это вот много, ты говоришь, это значит, что в России меньше всё-таки мужчин, да? Ну, в Америку едут люди со всего мира. Как правило, больше из них едет мужчин. То есть здесь всегда по количеству. Здесь вообще в 2 или в 3 раза население больше, чем в России.
Ну и, Ну и соответственно, там иммигрантов каждый год. ну и там Много, выбор, много. собственно, разных национальностей получается. Мгм. И вот, сложность в чем оказалась вообще вот, с американским мужем? Ведь, получается, что вы, ну, вот как я знаю из твоего канала, вы расстались. Ну, вот, мы в браке были 2 года. Но мне кажется, секрет нашего брака, что мы 2 года продержались, был, что мы жили порознь. То есть я жила в России, я же не могла сразу приехать, я ждала пока документы, все. А он жил здесь, и мы просто вместе путешествовали. И мы не знали друг друга. То есть это вот выйти замуж за иностранца, как кот в мешке, ты никогда не знаешь. И Мгм. все, когда я сюда приехала, оказалось, что мы вообще разные люди. А Вот какой видишь, вот, вот да вот а? Александр написал, что со сварщиком, говорит, жить не стала, уехала за богатым. С богатым тоже, видишь, не сложилось. То есть дело не в сварщике, а дело, в принципе, что не с каждым могут сложиться отношения. Не зависит это от вашего рода деятельности. Просто вот разные люди. А сколько по времени, Ань, у тебя, получается, вот вы знали друг друга до брака? Как-то это все быстро, получается, Да, произошло? 2 или 3 месяца я не знала, что он меня смотрит. Я вот так же сидела, бла-бла-бла, тараторила со всеми. И он мне просто написал, кто-то меня попросил скинуть личные контакты, не знаю, там, скинуть донат или что-то, я не знаю, кто-то попросил. Я скинула свой телеграм, и он мне туда написал в телеграм, что я тебя уже месяц смотрю, вот хочу познакомиться поближе. И вот когда мы начали общаться, получилось так, что мне сложнее приехать, и вот тогда ему визу было быстро сделать, за 3 недели он сделал визу в Россию и приехал, поэтому так все быстро. Ничего себе. Да, Ребят, быстро, мы даже кстати, не знали друг спаси друга. а? Мы даже вот друг друга не знали. Видишь, я же говорю, вслепую вышла замуж. И тебя это как бы вот вообще так все как-то налегке получилось, да? То есть у тебя не было такого, Очень что надо быстро. надо узнать долго. Вот был вот этот момент, что вот, могла бы ты, например, так с русским мужчиной, раз быстро так. Или вот момент такой был, что вот иностранец, и вот как-то сразу бонусы такие ему. Вот смотрите, теперь русские мужчины ничего не хотят делать быстро. Я-то хочу, например, но вот ты сама знаешь, как тяжело их заставить идти в ЗАГС. Они говорят, не хочу, давай попробуем. И по 10 лет вот это вот мнут яйца, не хотят, все не решаются, и боятся штампик в паспорт поставить. А муж говорит, хочу, все, взял меня в охапку, хочу и все. Я что, дурочка отказываться? Сам мужик хочет жениться. Нет, я буду русского Васю ждать, пока он, знаешь, соизволит на мне жениться. А вот дружить годами я не хочу. Ну, на таких, знаешь, на Но у птичьих нас правах мужчины каких-то. Веру потеряли. Меня слышно или все, мы зависли? Америку слышно? Россия-то зависла, понятно. Америку слышно? Да? Давайте без Веры тогда. Давайте без Веры общаться. Прекрасно. Все, исчезла. Была Вера и нет Веры. Вот она. А мы уже сказали, мы будем без Веры общаться. Ты Ань, меня ну слышишь? ты Всё. спасибо тебе большое. Ну, в общем, я так и подумала, что я буду ребят, я дико извиняюсь, но вот я даже пересела, но ничего не могу сделать. У меня вот если я через YouTube, все, у меня с батареей просто проблема. Поэтому, Ань, на тебе стрим. Будешь подключаться каждые 5 минут. Ну давай, ты там сбилась, что ты говорила-то?
Ой, я уже забыла, я сейчас пока это закинула в холодильник телефон, это надо было видеть, конечно. Я прям его так быстро охладила. У нас В 54 морозилку, я тоже так человека, делаю. ребята подсоединяются к нам. Это ты, по-моему, рассказывала о том, что я говорила о том, что у нас законы-то другие. У нас вот мужчины говорят, вот отличаются же в Америке и в России законы, потому что сейчас, мужчины просто так штамп действительно не поставят, потому Ну, я что говорю, мужики, чё вы боитесь ставить штамп, всегда успеете развестись. Но тут очень много деталей, потому что они боятся расстаться со своим имуществом, что она будет претендовать на квартиру, на машину, там, на какие-то алименты. А здесь, как бы, хоть вы боитесь, не боитесь, вас все равно прищучат. В Америке у мужиков нет выбора. То есть мне муж платил алименты, когда мы развелись. Ну, а что делать? Вот. Мгм. Нет, ну у нас в России тоже алименты платят мужчины. Но когда нет детей и нет совместного имущества, как бы первый вопрос такой: а с чего вдруг тебе платить алименты? А А, здесь платили, да, вот. Все, я поняла. Ну, то есть и при этом все равно американцы женятся. Он сам предложил, ой, замуж, Ну, господи, женится. давайте так. Моему мужу 60 лет, то есть он не мой ровесник. Когда мы женились, ему было 53, что ли, 53 года. То есть уже у него третий брак. Конечно, ну, а чё ему терять-то? Уже третий брак, в принципе, поэтому я думаю, он сговорчивый. Например, мужчины в России слишком, тем более молодые, они: "Ой, может быть, я получше найду". Они начинают перебирать, там еще и по возрасту начинают, знаете. А кому охота из женщин выслушивать, что ты там по возрасту не подходишь, или там у тебя родители не богаты, или ты сразу, естественно, когда тебе мужчина говорит: "Ой, я тебя любую хочу, любую возьму", ты сразу его выберешь, понимаешь? Даже если он там не такой симпатичный, не такой богатый и так далее. А когда к тебе столько придирок, ты там это не так, то не так, то тоже. Поэтому они сразу говорят: "Ты за американца пошла?" Я говорю: "Я пошла, ну, грубо говоря, за первого встречного, который ко мне не имел претензий". Вот. Мгм. Ну, ты могла понимать, что претензии потом будут? С Ну, я самого об этом начала не же, думала, я же надеялась на лучшее. ну, как всегда, надеешься на лучшее, Как а всегда, получается да. как всегда. Вот интернациональный брак, я вам хочу сказать, это всегда кот в мешке. Поэтому не получится, как ты говоришь, ты не думала о том, чтобы пожить с ним, не было такой возможности, потому что это вот эти отношения России с Америкой, проблемы в визовом режиме, что ты не можешь так вот часто находиться так долго вместе, пока вы не женаты. Поэтому такой возможности просто нет узнать друг друга получше. Ну вот я смотрела твои видео, где ты говорила о том, что вот в этом перископе, где вы познакомились, он предложил тебе отправить какую-то сумму денег. И тебя Мгм. это насторожило. Ты говорила, видео делилась с... Нет, нет, мне предложили вообще другие люди отправить, и я дала "Телеграм", а он потом как бы под шумок тоже, потому что другие мне предлагают деньги, а он, наверно, чтобы как бы сразу всех побить, он тоже предложил денег. Ну ты вот просто делилась и говорила, что это как бы был как звоночек такой, который ты Ну вот... да, что он готов тратить, конечно, что он не жадный. То есть это в хорошем смысле звоночек, Мгм. что... действительно так получилось? Но он мне скинул сколько-то там тысяч долларов, и он думал, может, я на себя потрачу. А я пошла, купила на них свадебное платье, там вот это вот приготовилась, то, что он уже там жениться надумал. То есть я в семью деньги, его же деньги я в семью вложила. Ну, в свое платье, Мгм. конечно, но не важно. То есть, Ань, а вот получается, вы, 2 года вместе жили, все было хорошо, и по какой причине? ну вот я же говорю, хорошо было, потому что мы жили порознь, мы только путешествовали вместе. А когда мы приехали, мы прожили 4 месяца, и я сбежала, потому что невозможно было жить. Мы разные люди. А в чем разность была? Вот просто вот например, я знаю, что просто у меня на канале не так много девушек. И, кстати говоря, в середине, нашего эфира я, тебе предложу поделиться впечатлением о моем канале, что я говорю: "Ну, ты, мои видео только одно смотрела, ты мне сказала". Я случайно, мне твое видео подбросил "Ютуб", и там был, ну, я открыла и смотрю комментарии, сразу кидаемся читать комментарии, и там парень написал, что вот эти женщины, как чайки, всегда просят: "Дай, дай, дай". И я типа разочаровался, и я ему ответила на комментарий: "Дай". Понимаешь, что я не исключение, тоже такая же чайка. И мне кажется, его вообще там накрыло.
И все. И потом увидела твой пост, что давайте постримим. Я думаю, ну давайте, а чё нет-то? Мгм. Все. А Ну, так, чтобы я ещё пока не изучала. Я ж женщина не занятая, меня кормить некому, поэтому я работаю. Я работаю пятница, говорю, понедельник-пятница, по 8 часов каждый день, вот, чтобы себя обеспечивать. Так что я мгм. пока не успела еще посмотреть. Но, я так думаю, что ты слишком мягкая с ними, с мужчинами. Надо их прям. Ну, у меня на канале есть, разные комментарии от женщин. Кто-то пишет, что на самом деле сами сейчас в недоумении, какие сейчас женщины, потому что все таки надо сказать, вот разделять. Есть, женщины хорошие, вот, которые все в семью, да, и у них, например, нету цели. В чем претензия мужчин сейчас к женщинам большая? В том, что женщины сейчас не настроены на то, чтобы просто жить, вот, ну, сначала видеть человека, а сразу начинаются вопросы при знакомстве: "Сколько ты зарабатываешь?" Вот тебя Вот такой вопрос с самого начала интересует? Вот если бы твой обязательно. муж, он не был бы, вот он был иностранец, но он был как бы, ну, такой вот, ну, необеспеченный, скажем так. Ну вот смотри, чтобы привести жену в Америку, нужно определенную сумму денег зарабатывать. Если ты не зарабатываешь, тебе не разрешат ее ввести в страну, потому что она же иждивенка, ее надо кормить. То есть, если у тебя маленькая зарплата, ты не можешь ее содержать, по большей части, что вы можете претендовать на какие-то пособия. А они не хотят как бы лишний раз тут своих, знаешь, полон этот огород ртов кормить. И еще тут приезжих надо, понимаешь? Поэтому они стараются, чтобы эта нагрузка ложилась на тех, кто привозит этих жен или мужей. Вот, поэтому здесь по-другому не получится. Он все равно должен зарабатывать достаточно денег, чтобы позволить себе супругу. Поэтому Мгм. так. Ну Я вот, могла бы с бедным познакомиться, но я бы навряд ли приехала просто. мгм. А тебя заинтересовало вот то, что все таки это иностранец, и, ну, американец, и то, что все Меня таки есть заинтересовало, возможность. что мужик, говорю, мужчина просто сказал: "Мне вот не важно, кто ты, что ты, вот ты мне нравишься". Все, вот чуть ли не с порога вот люблю. А И ты все. сталкивалась с тем, что мужчины тоже в России интересовались там, как и что у тебя? У меня в России никак, ну, 2 раза только у меня доходило так, что мне там предложение делали, и 1 раз дошли до ЗАГСа, но я забрала заявление тоже. Не дошло до брака дело, потому что они слишком, я говорю, им все не так. То есть они на ровном месте какие-то проблемы ищут. То есть во мне ищут. Они не хотят признавать, что в них проблемы, да, а они пытаются на мне оторваться, что я какая-то не такая. Вот постоянно слышала от мужчин русских претензии, что я вот не такая. Вот Мгм. что делать? Ну как я могу? Зачем мне такой А брак? что не нравилось русскому мужчине? Вот, что ты что-то по дому не выполняла или что вообще? Ну, многие из них тоже ищут, чтобы был выгодный брак. А вы говорите, женщины меркантильные. Я вот не согласна. Мне попадаются меркантильные мужчины. Они ищут, чтобы у тебя что-то было за душой. Там родители какие-то состоятельные, у тебя там была бы своя квартира. То есть чтобы как бы в будущем ты не легла вот на его плечи. Все вот расходы вот эти вот на тебя. То есть они как бы не хотят содержать. А мне бы Мгм. очень хотелось, например. А ты вот, считаешь, что все таки мужчина — это должен быть глава семьи и, содержать Конечно, женщину? глава семьи, который содержит женщину. Обязательно. Мгм. Мгм. А вообще в Америке же все таки тут в большинстве своем женщины и мужчины работают. Ты вот в дальнейшем как бы хотела? Хотела бы мужу на шею сесть. Скрывать не Ну вот буду. С честно, зато удовольствием. честно. Но Да. знаешь, у меня вот на канале такие настроения, что как раз-таки мне в последнее время, у меня менялась манера речи со временем. Я иногда там, ну, где-то пожестче там могу сказать, где-то помягче. Я вот как бы, вот так вот. И мне стали писать о том, что наоборот, надо, как ты говоришь, с мужчинами пожестче, а мне пишут, что с женщинами пожестче. Нет, женщин надо любить, холить, лелеять, все. А с мужчинами только так вот, жестко. Ну, Все. мы же все понимаем, что все-таки ты говоришь про какое-то конкретное количество мужчин, и мужчины тоже говорят про какое-то конкретное количество женщин, с которыми они сталкивались. То есть где-то ходят хорошие женщины и хорошие мужчины,
Они никогда не Но встречаются, не пересекаются между собой. но они встречаются только там не тем, кто как бы имеет какие-то претензии друг к другу. Вот все таки ты считаешь, что сейчас вообще, ну, немножко, наверное, может быть, есть разница. Вот мы с тобой до эфира чуть-чуть поговорили о том, что все таки ты говоришь, что и американцы, вот отличие американцев и русских мужчин, потому что у меня на канале есть тоже русские девушки. Я знаю, как загораются глаза, в принципе, у людей на Америку, думая, что там вообще просто все Медом самое лучшее. намазано. Мгм. Да. Да-да-да, и мне постоянно, даже не касаемо моего канала, а в принципе, люди говорят о том, что вот в России все плохо, только Америка, там все самое насмотрелись всех этих там блогеров, которые Мгм. которые заплатили за то, чтобы делали такие ролики, вот. Да, очень много И проплаченных. Мгм. да, да, и, соответственно, естественно, также, девушки думают о том, что вот с иностранцем будет прям все самое лучшее, и, русские мужчины не подходят. Они якобы вообще Но не в я бы так не конкуренции. делила. Я бы не делила так на русских и американцев, потому что и среди американцев много хороших мужчин, и среди русских тоже много хороших мужчин. Поэтому для меня нет вот, чтобы прям вот все русские мужчины такие плохие, а все американцы такие хорошие. Ну, просто если какая-то прям такая особенность, ам, по менталитету, наверное, или в культуре, американские мужчины более вот пугливые, да, пугливые, трусоватые. Есть такое. Потому что здесь очень развита вот защита прав женщин, и если ты там не так на нее что-то посмотришь или еще там руку поднимешь, то тебя заметут сразу, да, а в России еще будут думать, как бы это домашнее Но у нас насилие такого в или нет. России нет, прям жесткого. Вот мне тоже А иногда у нас пишут, но у есть. нас такого нет, все таки Вот, У нас поэтому как-то. здесь они остерегаются, здесь так нельзя руками махать, как там. Мгм. А тебе встречаются в Америке русские мужчины или только американцы? Нет? Американцы. Американцы, ну, есть там, еще другие, там, перуанец был там, ну, как был, ну, на свидание ходила. Но русские нет, не общалась. Только вот в А вот, интернете. тут вопрос, Аня, а iPhone купить можешь мужчине? Никогда. Нет. А что можешь купить мужчине? Это, кстати, тоже достаточно актуальная сейчас тема, потому что мужчины, вспоминают о том, что в древней на Руси вообще-то женщина была с приданым. Сейчас все хотят, чтобы мужчины со своим приданым были, заработанным. А вот, женщины не готовы Слушай, подарки я делать. готова Ты как? купить все что угодно на его деньги, ему. Вот все что угодно, все что захочет, на его деньги. А когда мужчина просит подарок, ты как вот к этому относишься? Нет, нет, ну, в смысле, что он попросит? Аня, подари мне трусишки, там, носки, пожалуйста. Какой подарок я могу подарить? Машину, телефон? Ну, навряд ли, я думаю. Не, ну разное. Вот я тут опрос делала недавно, разное. Там в фитнес-клуб карточку кто-то просил, кто-то там что для рыбалки. Ну, какие-то Не, такие ну вещи. можно, такие какие-то такие мелочи, почему нет, можно. Но я думаю, он Мгм. попросит для прикола, не то, что на полном серьезе. Мгм. Ну, то есть, вот, все таки возвращаясь к вопросу о том, вот в отношениях, сейчас, чувствуется ли вот тобой такой вот раскол, который идет? То есть, мужчины, которые говорят, что они, лучше жить одному, чем с кем попало, и женщины также сейчас говорят, потому что женщины Да. тоже сейчас работают активно, зарабатывают. Мужчина, который получает меньше, для такой женщины уже не интересен. То есть уже как бы, ну, такие технические, вот по техническим каким-то данным выбираются уже люди друг для друга. То есть если у женщины это было, ну, как бы давно уже такое идет, то сейчас вот мужчины, в принципе, отказываются от такого. Потому что уже настолько меркантильный подход у женщин, которые просто даже этого не скрывают сейчас. Ну, так и есть, так и есть. Вот я же даже перед эфиром мы чуть поболтали, вот как я тебе и говорю, как вот ситуация со знакомствами обстоит. Сидят на сайтах знакомств разведенные мужчины с тремя, например, детьми, которые в них алименты на них, да, они платят на всех там троих детей алименты. Для чего они ищут женщину? Для того, чтобы разделить свои расходы. То есть те алименты, которые он заплатит, естественно, ему надо
чем-то платить за его аренду или там коммуналку или еще что-то. Естественно, если будет в доме вторая зарплата от женщины, это сделать проще. Поэтому они пытаются все расходы уполовинить, то есть 50 на 50, и как бы ищут женщину как помощника по бюджету, чтобы она помогала ему тянуть, как бы им косвенно его троих детей от предыдущего брака. А женщина ищет спонсора, да, чтобы он ее там одаривал. А чем он будет одаривать, если он сам гол как сокол? Поэтому очень сложно вот так вот договориться, потому что всем в первую очередь нужны деньги. Америка вообще вся завязана на деньгах. Без денег тут вообще невозможно шагу ступить. Поэтому это Ну сложно. да, там сумасшедшие налоги. То есть, если у нас в России, получается, можно жить там на квартире у бабушки, там, не знаю, получать зарплату там, ну, небольшую, да, и жить, в принципе, нормально. Ну, Да. нормально, комфортно себя чувствовать, ну, более-менее. Ну, я это говорю, ребят, потому что у меня подруга близкая живет в Лос-Анджелесе, и я прекрасно знаю, как там люди крутятся. Но Да. то есть вот такой вот подход уже как бы, если мужчина, без денег, то он уже не рассматривается, да? С одной стороны, здесь выжить вдвоем действительно проще. Лучше, знаешь, 50 на 50 платить, чем ты сам еле-еле выживаешь. Потому что на 2 зарплаты вы же будете одно жилье оплачивать, это все равно легче. Да, я понимаю, что 50 на 50 действительно рационально. Но вот как женщина мне хотелось бы, чтобы вот 100% платил мужчина. Вот знаешь, как-то вот А если хочется. ты его не будешь любить, вот любви не случится, Нет, вот как? ну, я все вместе бы хотелось и любить, и, как говорится, быть богатой. А Не если хочется что-то выбирать. одно выбирать? Вот знаешь, у меня такой случай был сейчас, извини, я так как я работала с большим количеством людей, на протяжении 15 лет ездила, так как я работала в сфере обслуживания, ездила к разным семьям. И, конечно, много семей были, ну, обеспеченные, где-то даже мягко скажем. То, что я приезжала, делала там красоту наводила. И вот один случай очень мне запомнился, когда девушке было настолько, он был старше намного, это очень обеспеченный человек, у него был бизнес в России, потом в Америке, и он уже прям, ну, как бы он держится на витаминках, скажем так, но он уже вот прям пожилой мужчина, а она молоденькая. Ну, там ей на Мгм. тот момент было, ну, лет 30, что ли. И вот я помню, я несколько раз приезжала, она как-то держалась, а в очередной момент он там что то знаешь, начал в ванной там старческое вот это и она говорит: "Как он мне надоел, как вот мне надоело это терпеть". Я говорю: Нет, "Вот такое не зачем". хочу. Нет, это не для меня. То есть такое все таки Нет, у не меня муж так получится. не делал. Он такой был живчик нормальный. Мгм. А вы разошлись, получается? А ты говоришь, что он платил алименты. Он прекратил это делать? Какое-то время платил? Но потому что и у нас нет совместных детей, совместно нажитого имущества, ничего. То есть он мне платил, потому что я приехала, вроде как ничего у меня нет за душой, и он меня привез. Они подписывают афидавит. Афидавит, то есть, что они обязаны какое-то время содержать. Вот, и пользуясь вот этой вот возможностью, так сказать, его обязали, ну как обязали, мы подписали такое соглашение при разводе, что он там в какое-то время мне будет выплачивать. Ну и сразу там какую-то сумму денег даст, и все тут. Короче, он мне чуть-чуть помог. Мгм, мгм. Акклиматизироваться после развода. А ты вот ждешь какого мужчину? Какого тебе хотелось? То есть я поняла, что ты ждешь богатого, чтобы ты все таки Ну, его. слушай, ну нет, Вот сейчас уже ребята в чате пишут, что любовь и деньги вещи несовместимые. Тебе как да ничего не кажется? правда. Очень много богатых, все богатые и счастливы. Ну, не все, конечно, но разница жизнь, когда люди состоятельные могут много себе позволить, чем нищеброды. Ну, неужели, ну, ты не согласна разве? Ну, ты знаешь, разные случаи. Я вот, ну, здесь в зависимости от того, насколько ты глубоко в этой семье, как бы, потому что все вот эти скелеты в шкафу, они потом открываются, потому что, опять-таки, Мгм. у меня вот были много постоянных клиентов, когда я приезжаю, знаешь, картина сначала одна, такая, все замечательно, дети бегают, жена такая вот обнимает своего там на 20 лет, может быть, старше мужчину, ну, возраст это другой, я ничего не говорю, может быть, и младше, то есть здесь как бы как раз касаемо любви вполне себе, ну,
у каждого, да, там может разные тоже случаи быть. Вот. Но когда ты начинаешь уже приезжать несколько раз и на протяжении какого-то времени, ты уже видишь, что это уже картинка, которая с самого начала была для незнакомого человека, она открывается уже по-другому. И там уже начинаются свои какие-то истории. Понимаешь, один там может изменять другому. Ну, это я так условно говорю. Но мне кажется, что вот это когда вот мужчины пишут, а почему вот там вот, не знаю, какую-нибудь там артистку обсуждают, вот она вышла замуж, и там сразу, значит, комментарий открываешь, и там, а почему не за сантехника, а почему там Вот такой это? вопрос был в чате, да, почему не за сантехника или Но это сварщика? очень часто, то есть, да, все хотят, чтобы любили сантехника. Вот ко мне, кстати, недавно пришел молодой человек, который счетчики у меня снимал. Такой своеобразный парень, честное слово. Вот я думаю, как бы, Хочу ну вот сантехника, все, ты меня заинтриговала. Так. ну вот да, но на самом деле здесь могу сказать, к чему я говорю. К тому, что все-таки почему, например, богатый человек не может быть хорошим человеком. То есть у некоторых этого нету в голове. То есть если богатый, то он плохой. А если сантехник, то он хороший. Вот Мгм. такая какая-то история. Но это немножко романтизация. И сантехники бывают очень своеобразные. Ну, ты видела в своем, это тебе повезло, тебе попался молодой парень. Хорошо, я не буду спорить, молодой парень, еще вся жизнь впереди, может, он и сантехником-то не будет в будущем. Но вот который обычно сантехник ко мне приходит, я не знаю почему, ко мне приходят сантехники вечно обожратые, от них смердит непонятно, ну, не знаю, в каком они там лазят где-то, и там не бритые, не мытые. Естественно, такой посмотришь и скажешь, ну вот кто захочет, если, ну, мужчина такой вот неухоженный, вот кто захочет. А вот ты знаешь, какой вопрос мне интересен? Вот, например, я общалась с обеспеченным мужчиной, и он не хотел показывать, что у него есть деньги, потому что ему хотелось, он мне даже как-то сказал о том, что я не хочу, чтобы ты меня в этом плане использовала, ну, то есть, что из-за денег только. А вот там мужчины, они понимают, что женщина может быть из-за денег? Я тебе на примере мужа скажу. У него есть 2 сестры. Я эту историю рассказываю, часто. Одна сестра состоятельная, другая не очень. Они близняшки. Вот кто за кого как вышел замуж. Значит, старшая сестра вышла за такого, который... Но он не из состоятельной семьи, просто он много зарабатывает. Такую работу себе нашел. А второй так пытается свой бизнес там делать, ну, как бы не очень. Вот, и у первой сестры муж сказал, что я не против, что ты сидишь дома и там заботишься о домашнем очаге и детях, а я буду тебе все для этого давать. То есть финансы полностью ты обеспечена, вообще можешь ничего не думать. Работать, хочешь работать, хочешь не работать. То есть он сам так поставил вопрос, что он может содержать, у него есть возможность, и он не будет чувствовать себя, что она с ним из-за денег. Ему важно, чтобы все было в доме хорошо, в доме был порядок. И она все это контролирует, вот это все там, что касается по дому, там, если надо, у них огромный дом, такой особняк, там вся там прислуга, не прислуга, вот это она всем этим руководит, а он зарабатывает деньги. Все, ему проще, он пришел домой, лег на диван, она его там обслуживает. Или он там в выходные поехал на рыбалку, она претензий не имеет, не трогает его. Они договорились так. А которая победнее сестра, они платят вот как, ну, не 50/50, но она тоже вносит какие-то деньги, потому что они не могут, у них 2 детей, там, например, им надо за университет платить, там еще что-то. То есть они вот так. Это по договоренности. Это и от мужчины зависит, и от женщины. Если ты пойдешь на такие условия, хорошо, ну и мужчины разные. Один может предложить тебе полное содержание, а другому жалко будет тебя содержать, понимаешь? Как это Мгм. я не могу так прям прокомментировать эту ситуацию, потому что я не знаю, что им руководит. Ну, Если а ты он представляешь, вот, например, ты встречаешь молодого человека или мужчину, вот к которому у тебя сразу разгораются чувства, но у него нет денег, что делать? я Не не могу дашь ход понять, этим отношениям? мы, говорим, мне не 20 лет. Понимаешь, мы немножко должны на возраст, обращать внимание. Если в моем возрасте у мужчины нет денег, как это должно меня волновать? Надо задать вопрос, почему у него нет денег. Если мы встречаемся, нам обоим по 18 лет,
и у него нет денег, это один вопрос, и можно все с нуля начать вместе и прийти уже вот к этому богатству вместе и так далее. А если мы встречаемся уже в зрелом возрасте, и у него нет денег, у меня большой вопрос. А чем ты занимался всю жизнь, что у тебя нет за душой ничего? Вот и все. Почему это должно меня волновать? Но мужчины говорят, что вот они выбрали, например, профессию, которая им нравится, и вот что им делать? Вот зарабатывают. Ну, просто здесь надо сказать, например, здесь как бы, если говорить про регионы, вот то, что я читала, действительно есть категория вот там, нет, это даже не категория, а в принципе в регионах, хотя я знаю, там даже в деревнях бывает там, ну, все равно устраиваются. Но тем не менее, как бы уровень все равно, да, зарплаты тоже меньше. Вот. То есть, в чем вообще, сейчас проблема? В том, что в отношениях, в том, что вот мужчины очень яро защищают, то, что как бы, ну, чувств женщина не проявляет, точнее, как не проявляет, не обращает внимания на эти чувства, нужны только деньги. То есть вот у меня канал все-таки не МД, как причисляют, вот, но тем не менее, вот как раз-таки хотела у тебя спросить, ты смотрела мое видео, какое тебе попалось случайно? Вера, не вспомню. Ты меня прям мучаешь, не вспомню. Я глупенькая. Ну, вот твои впечатления ты послушала, где я говорю о том, что, там, ну, наверняка, да, что женщина, в По-моему, общем-то. что-то было про розовые очки или что, или это следующее видео. Что-то тоже. Ну, ты и женщин ругаешь, и мужчин так одинаково. Я говорю, ты как-то Ну, и я в тем, и тем последнее, ну, как бы я больше все-таки направленность у меня на женщин, потому что я, например, вот я тебе говорила до эфира, я сталкиваюсь с тем, что сейчас действительно, как бы, во-первых, и цены дорожают, тем более в Америке, я знаю, там вообще, ну, просто как бы там надо, особенно вот опять же у меня подруга в Калифорнии, там надо настолько крутиться, чтобы вообще вот даже в плане еды, да, может быть, кто-то там не знает, хотя сейчас много роликов про Америку, да, но там есть разграничения, то есть если ты получаешь мало, ты вообще будешь питаться непонятно чем вообще. Вот ты сейчас отвечаешь на свой вопрос. Вот, в принципе, я считаю, все проблемы из-за больше вот этой экономики. То есть люди, пытаясь выжить, они ищут сейчас финансовую стабильность, а не чувства в первую очередь. То есть как бы, знаешь, получается, что не до любви сейчас люди. Не до любви, Мгм. потому что если кушать нечего, то, ну Но что это ты будешь женщинам не делать? до любви, мужчины очень настроены любить. Но вот когда Зачем денег же нет, еще, Вер? Ну, например. он, ну что, вот какой-то таксист там или еще здесь, да, я тебя люблю. Ну вот как, во-первых, понять, что он меня любит? Давай я тебе сяду на шею, да, ты меня будешь там как бы, но я тебя буду любить. Ну вот как понять, что он тебя действительно любит? Я же не могу понять, что он меня любит. Он только на словах. Дальше что? Понимаешь, мне тоже, женщинам тоже сложно понять, когда, да, он может объясниться с ней и сказать, я тебя люблю. Где, как бы, как я пойму, что ты меня любишь? Они же тоже так Сергей, условно Аня, играют. извини, пожалуйста, Сергей, а я где-то заявляла, что у меня прям вот такой жесткий МД-канал, что ли? Я такого вообще не говорила. Так, Вот Сергея Намула. я вот, понимаете, почитайте описание к моему видео, к моему описанию моего канала. И тогда вот жесткий МД, где настраивают против мужчин, женщину и наоборот, это вот к другим авторам. Я таким не занимаюсь. Поэтому я никогда не писала, что у меня и не говорила, что у меня МД-канал. Не надо фантазировать. Ань, извини, пожалуйста. Просто я обращаю внимание на наши комментарии и хотела бы просто тоже, да, чтобы участие было. Я у тебя в видео слышала о том, что ты говорила про вот это одиночество в браке. И вот как ты его испытала? Потому что сейчас очень многие с этим сталкиваются. Получается, вот, тебе не кажется, что это из-за того, что вы друг друга просто не узнали? Не успели там подружиться, например, стать близкими до брака? Ну да,
почему это одиночество чувствовалось, потому что да, ты права, я думаю. Мы просто, у нас были другие ожидания у каждого. Он что-то себе искал, наверное, знаешь, они так говорят, для них русские жены это какие-то как няньки. То есть она ему и будет, он говорит, я слышал, что вот русские женщины, они и борщи варят, они все знают слово борщ, они и борщи варят, и убираются, и там сопли тебе вытирают. То есть вот он представлял себе вот такое. И в то же время, когда я приехала, он говорит, а почему ты не работаешь? Я говорю, ну, во-первых, мне надо еще язык подучить, мне надо водительские права получить, как-то куда. То есть ему не важно было хоть полы мыть, хоть что, лишь бы был доход. То есть я такого не ожидала. Так, Вера, по-моему, зависла опять. Мужик отстал от жизни на 30 лет. Богатый переоденется в сантехника или покажет ей, что у него много миллионов. И она согласится выйти за него замуж. Ну, это какой-то детский сад. Переодеться в сантехника. Кто они такие на самом деле? Но в интернете пишу и говорю, Максим, давай, скажи нам пару ласковых. Кто есть кто? Вера, ты все пропустила. Тебя не слышно. Звука нет. Почему? Звука нет, А я не сейчас слышу. слышно? Да, ты нажал на Всё. микрофон? Супер, да, я нажала на микрофон. Ань, спасибо тебе большое. Во-первых, еще хотела сказать с самого начала, что ты согласилась на эфир. Просто тебе огромное спасибо, что ты откликнулась. И я очень рада с тобой общаться. И, Ну, как раз ребят, мы спелись. Мы сейчас теперь организуем против мужчин здесь каталажку, и будем их с утра до вечера хаять всех. Хватит вот это вот, сладкая жизнь закончилась. ребят, я хочу сказать, что Аня просто так согласилась вот сейчас потратить свое время, пообщаться в эфире для вас, потому что даже предложив отправить какую-то ссылку, Аня отказалась, сказала, что мне не надо. Вот. Так Вот что именно, имейте я в виду. самодостаточная, Для олигархи мне тех, не кто нужны, там начнет видите? писать, что что-то мы собираем, вот вообще, я даже об этом не говорила, если вы с самого начала заметили. Так, я прервалась. О чем мы говорили? Ой, господи, не знаю. Напомните, о чем мы говорили. Все об одном и том же что-то. Что Память, память. мужчины Я все знаю, что у тебя плохие. хотела спросить. Вот пока я сейчас бегала, я тут выписала вопросы. У тебя низкая самооценка в какой-то момент была. Вот Ага. это было в замужестве, да, с Да. мужем? Или это было после? Затоптал в замужестве. Затоптал? С характером Мгм. мужчина был? Но они же, у них одна схема у всех. Они начинают переваливать твои проблемы, что это ты виновата. Что он сидит с утра до ночи, сосет свою там текилу, виски, что это, бурбон. Они же все это... Кстати, они все алкаши. Вот вы говорите, русские алкаши. Ничего подобного. Русские, да, они Да? могут в запойчик уйти. Эти пьют днями и ночами. Но Вот это они сработают. взрослые. У нас ребята молодые, многие спортивные сейчас алкоголь не употребляют. Может быть, сейчас, не знаю, здесь они прям у них, вот как во всех, вот вы правильно смотрели, да, американские сериалы, там фильмы, наливают себе вискарик, там лед кладут и вот это сидят. Вот это прям мой муж, классика. Наливает и Но там вот сидит. пишут в комментариях, просто не смогла прогнуть. Ну, Может быть, не знаю, все возможно. а как же вот то, что американцы, они такие более мягкотелые? Или это мужчина такой старой закалки? Но я третья жена, это о чем-то говорит. У меня это первый муж, да. Может, и единственный, кто знает. Я не знаю, как замуж пока больше не выходила. Но у него вот третий брак, и все браки были короткие, все распадались. Причем те две были
жены старше его, и они обе американки. То есть он ни с американками не уживается, ни с русскими. Это же тоже о чем-то говорит, а не то, что я там приехала такая плохая, редиска, прям все. Ну нет, Мгм. человек тоже, да, с А характером, в дети у него принципе, от кого-то есть? нет детей. И детей тоже нет. Мгм. Александр, я благодарю вас. Лайдер Уин Макс. Спасибо вам большое, Александр. Ам, Ань, хотела у тебя спросить, вот это вот одиночество в отношениях, оно вот что ты чувствовала? Потому что я этот вопрос задаю, две девушки, да, как бы я понимаю, что это такое. И я думаю, что многие женщины тоже, ну, как бы понимают, да, но просто вот мужчины тоже сталкиваются с тем, что они тоже ощущают вот это одиночество и тоже говорят о том, что лучше быть одному, чем с кем попало, когда рядом с тобой, получается, чужой человек живет. Вот в чем Да, вот проблема? Вот я как раз и говорила, вот я вспомнила, я как раз и говорила о том, что, может быть, с самого начала нужно перед тем, как жить вместе, вступать в брак, надо узнать получше. Вообще, вот в Америке как вот принято, через какое время сближаться? Есть вот что-то такая какая-то общая такая тема? мне кажется, если были какие-то инструкции по счастливому браку, то все бы ими воспользовались и были счастливы. Дело в том, что брак это не математика, вычислить невозможно, да, вот этот знаменатель, к общему знаменателю не прийти, тебе как повезет. В любые отношения это как в лотерею ты играешь, повезло, не повезло, все, ну невозможно. Нет такого правила какого-то, что по которому ты, если будешь действовать, у тебя будет счастье в отношениях или в браке. Такого нет. Поэтому, не знаю, здесь тоже все очень индивидуально. Ну вот нету такого чего-то общего, как принято. Вот сколько людей, столько и разных ситуаций. Кто-то А вот женится быстро, кто-то вот так же, там сколько-то ждет, там месяцев, лет, точно так же. Не А знаю. вот ты считаешь, что женщина должна делать, в отношениях? Вообще, что женщина дает в семье, в браке? Вот, потому что очень частый вопрос у мужчин: для чего вообще женщина нужна? То есть понятно, что физиологически, да, если вот для удовольствия, удовольствие. Но если убрать это удовольствие, для чего еще мужчине нужна женщина сейчас? Сложно ответить. Я думаю, это как-то инстинктивно, что, так природой задумала, что должен быть рядом человек. То есть мы не можем объяснить, это тяга какая-то внутренняя. Не знаю. Нет, а что женщина в отношениях? Вот она, вот они, мужчина и женщина встретились. Вот женщина понимает, что мужчина, ну, женщина понимает, я хочу встретить мужчину, который будет меня обеспечивать, например. Вот такие настроения у женщин. А Но у меня мужчине, настроение такое, что я вообще не хочу никакого мужчины. Если я с ним несчастлива, мне никакой не нужен. У меня нет цели просто найти во что бы то ни стало мужчину. Такого нет. Это вот я попробовала замуж, как говорится, замуж выйти не напасть, как бы замужем не пропасть. Все, у меня это перестало, меня такой этот вопрос волновать. Я не тороплюсь замуж. Но я тебе не могу сказать, что вот я найду состоятельного, и я сразу буду счастлива. Нету такого. Это должно быть на каком-то, я должна это почувствовать. Если я ничего не почувствую, хоть он будет состоятельный, хоть там что будет, все равно толку не будет. Я просто не могу это объяснить. Вот это сложно для меня объяснить, что я ищу в мужчине. Это должно быть, это я должна это чувствовать, все, что это мое. Это, просто если он состоятельный, будет легче намного нам как-то дальше, ну, от этого отталкиваться. А если у него ничего за душой нет, тогда я просто не знаю, даже если будет сильная любовь, что делать с таким человеком? На шею я не могу к себе посадить, у меня нет возможности. ну, Вот то как, есть я не ты знаю. тоже, надо сказать, как женщина, опасаешься, с учетом того, что ты тоже как-то двигаешься по жизни, да, ты опасаешься, что мужчина тоже в каком-то смысле, так как там в Америке, я знаю, распространено, например, 3 взрослым мужчинам жить, делить квартиру, просто потому что так дешево, потому что там все нереальных денег вообще стоит. Элементарно даже, ну, многие американцы, в принципе, ну, не могут, да, там свой дом иметь сейчас вот с такими ценами. Поэтому Да. вынуждены. И
ты уже как бы тоже, да, ну, понимаешь, что кто-то может, рассматривать вариант, что просто ему тоже будет удобно. Слушай, ну я не предлагаю себя как просто содержанку. Я же работаю. Во-первых, да, у меня есть и образование, и у меня есть как бы, ну, карьеру я сейчас опять с нуля начала, потому что я переехала, и все, что было до этого, уже считаю, вот оно перечеркнуто, и надо все. Я же уже все-таки переехала, опять же, возраст какой, мне не 20 лет, да. Вот, я же не просто ему говорю, все, возьми меня с улицы там и содержи меня. Все-таки я тоже как бы стараюсь, работаю, зарабатываю, как-то строю свою карьеру и так далее. Я не просто я хотелось бы, чтобы я не работала на оплату счетов. Мне бы хотелось, чтобы я просто работала в свое удовольствие. Вот так вот. Мгм. Но я не предлагаю, что давайте я буду типа бить баклуши и ничего из себя не представлять, но меня богатый какой-то возьмут. Нет, такого нет. У меня, я считаю, что женщина тоже должна из себя что-то представлять, тоже строить там свою карьеру, все, но на нее не ложится вот это, как бы, э, непосильная ноша платить за квартиру или там за еду, там, знаешь, вот все вот эти вот расходы ложатся на мужчину, а она просто в удовольствие работает. Вот, Мгм. вот так А для меня если идеально. наоборот, если женщина вот тоже будет на уровне, как мужчина работать, что будет с женщиной? Ну вот я бы себя не чувствовала женщиной на этом месте, не знаю, не хочу. А сейчас чувствуешь себя женщиной? Но я же для себя живу, для себя любимой, конечно. А у тебя нет такого, что вот, ну, как бы пройдет время, я все равно встречу мужчину? То есть вот есть такое? Или вот Ну, щас у вообще. меня нет, я уже обожглась как бы об этот брак, да, у меня нет такого, то есть это когда ты вообще замужем не была, может быть, у тебя еще есть: "Ой, а что это такое?" Это так вот, может быть. А я уже была в отношениях, и уже здесь куча свиданий было. Все, я уже знаю, что это такое за блюдо. Я его попробовала. Теперь я просто хочу для себя только самого лучшего. Я имею в виду самой лучшей жизни. Вот сейчас мне хорошо, потому что я сама себе задаю вот этот ритм жизни, да. Я не работаю на 3-5 работах, я работаю на одной, и чтобы мне Мгм. хватало на хорошее жилье там, на хорошее питание там, что ну, то есть все, что я там могла себе позволить, там, отдыхать, например. Вот, и поэтому любой мужчина, который сейчас придет в мою жизнь, он, естественно, начнет все с ног на голову переворачивать. Мне надо так, чтобы наши ритмы совпали, чтобы он не был для меня какой-то обузой и мешал мне, да, со своим мнением, он придет со своими носками вонючими. Мне это тоже неинтересно. А как проходит знакомство вот с американцем вообще? Вот что ты с самого начала, ну, ты с самого начала говоришь, что вот, мне нужно там по списку то-то, то-то, то-то? Или ты как бы задаешь вопросы, слушаешь и для себя понимаешь, что все мне не подходит? Нет, когда я прихожу на свидание, как правило, у меня глаза в кучу. Я такая романтичная. То есть я ничего не спрашиваю, не задаю. Я слушаю, чё он мне рассказывает, и просто делаю выводы. Вот реально, когда я смотрю на мужчину, у меня больше такая, знаешь, почва из-под ног уходит, я такая вся расплываюсь, я такая вся это, но я всё равно слушаю, чё он мне говорит. Потому что если что-то, с чем я не согласна, я не начинаю выяснять отношения или доказывать ему, что он не прав в чем то. Я для себя сделала выводы, и всё, на второе свидание я просто не приду тогда, если мне что-то не нравится прям категорично. Но я ему не буду его жизни учить, что он там вообще лузер какой-то. Не говорю Просто ему условия, я сейчас не выставляю ему. мужчины, они, знаешь, чувствуют на себе вот это вот какое-то такое, ну, помимо того, что вот это очень сильное потребительское отношение к мужчине. То есть, можешь обеспечить — подходишь, не можешь — все, до свидания. Это Мгм. раз. Во-вторых, сейчас, мужчины в плане знакомства даже, вот почему тоже интересно затронуть эту тему, потому что, например, в России мужчины очень ощущают вот этот жесткий отказ. Вот я на это говорю, что если бы, был бы спрос больше на мужчин, чем на женщин, то женщины бы так, жестко бы не отказывали. Они бы все равно, ну, как-то А у больше с меня интересом. противоположное мнение. То, что я слышу от русских женщин, наоборот, они в таком состоянии, что мужчин мало по количеству, и поэтому они вынуждены терпеть рядом с собой алкашей и тунеядцев. Понимаешь, потому что нет такого выбора. Наоборот, у меня другие сведения, между прочим, по этому поводу. Да? А это, из России, просто из разных Мгм. каких-то Да, регионов, да? да. Мгм. От того, что вот на безрыбье и рак, Да, получается, да, 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 рыба, у меня вот да? такая информация. Мгм.
Поэтому Мгм. здесь я не согласна. Ну, здесь, просто, как бы одно дело, когда вот есть частные случаи, а другое дело, когда огромное количество мужчин, просто, ну, я сама даже вижу, насколько девушка может вот посмотреть на мужчину, когда он подходит знакомиться. Ведь вообще вот в Америке как принято? Кто первый знакомится? Потому что у нас в России, осталось то, что знакомится женщина. Там же все таки больше равноправия. И так, и так, в принципе. Но вот я по своему, если ты хочешь на моем примере, всегда со мной знакомятся мужчины. То есть всегда Это со на мной улице они происходит или на сайте на знакомств? улице, на сайте знакомств, везде. Везде, где они меня видят, они всегда знакомятся. То есть мне не надо, нет Мгм. такой нужды мне подходить и с кем-то знакомиться, они проявляют внимание. То есть, сами без вопросов подходят и все. Мгм. А в плане ухаживания как-то какие-то цветы, подарки и все Ну вот остальное? давай я просто скажу на примере свиданий. Всегда прихожу, они отведут тебя в ресторан. Да, они подарят тебе цветы. Может быть, не каждый первый, каждый второй подарит. Но вот так, чтобы прям заваливали, такого не было у меня, чтоб прям там, не знаю. Ну да, стандартно, да, сводить в ресторан, подарить цветы, есть такое. Потому что, например, ну, тоже миф такой существует, что иностранцы, они такие вот тоже щедрые. Это, знаешь, вот из фильмов пошло откуда-то, и из 90-х, когда, в России все как бы было не очень, да, мы знаем. И, вот как там называют, да, это вот, ну, те, кто вот уехал, да, иммигранты, они вот, оттуда пошло, что вот иностранцы, они и вообще там все самое лучшее. Вот, и поэтому, Давай-ка многие расскажи. девушки и женщины тоже думают, что иностранцы, они щедрые, щедрее, чем наши мужчины. Вот Но у смотри. меня в комментариях женщина писала недавно о том, что она прожила долгое время в Швейцарии, а Швейцария все-таки страна не для бедных, одна из самых дорогих для проживания. И она вернулась и сказала, что наши мужчины, вот она прям с таким просто вот, ну, с таким восторгом, она говорит, наши, и как как это слово, выплаканные, какое-то Мгм. страдание у нее, она говорит, самые красивые, самые лучшие для нее Да, оказались, самые щедрые, да, добрые. внешне мне русские тоже больше нравятся. Да, правда? Ну, потому что здесь помесь идет, понимаешь, кто Но с ты одним находишься во цветом, Флориде, а другим. вот если брать Лос-Анджелес, например, там много очень симпатичных парней. Вот есть разница от Ой, штата к Вера, я тебе штату? скажу, симпатичные парни, они, как правило, другой ориентации. Вот, так что А, ну да, там проблема действительно в этом сейчас. Ну, от штата к штату не зависит, да? Потому что от штата к штату зависит, полные люди или нет. Потому что в Лос-Анджелесе, например, там, ну, в Калифорнии все таки больше про здоровый образ жизни. Если брать какой-то другой штат, там уже будет побольше полных людей. Или вот такого Иван в нет? теме. А? Иван, ты симпатичный? Скажи сразу. Мы тут с Иваном А что, тебе прикалываемся. что-то предлагают уже? Конечно, все вот замуж предлагают через сообщения. Говорят, какая женщина прекрасная, совсем не Не, ну, меркантильная. Ань, конечно, ты вызываешь интерес у мужчин, я Вот, уверена, потому что ты очень симпатичная девушка. вот. Вот сразу спрашивают, а уже борщ умеете готовить? А ты, кстати, как вот насчет готовки вообще? Вот прям вот, так знаешь, по-русски борщ и какие-нибудь там по-украински помпончики приготовить? Я не люблю готовить, я вам скажу сразу, но любимому мужу сготовлю. Просто я не ручаюсь, если он будет это кушать. Вы будете кушать, я вам сготовлю, я не против. Но давиться будете сами. Ко мне претензий, чтобы не было. Я Но это сготовлю. вот к вопросу о том, что все таки женщина должна делать для ну, как не должна, а что все таки женщина даст мужчине. То есть получается, знаешь, какая история сейчас? Женщины готовить не хотят для мужчины. Они ничего не хотят делать, Ничего они не только хочу. хотят получать. Хочу на И ручки, да. Хочу на еще ручки и точно. манипулируют, своей вот этой, как бы А, близостью своей. да, Дашь мне зефиркой. Здесь какую-нибудь называем это покупку? зефиркой. У них уже аллергия на зефир, бедные мужчины. Аллергия на что? Мы называем это зефиркой. Говорю, у мужчин уже аллергия на зефир просто. Потому что они манипулируют везде.
А у вас, Ань, там Беленький. есть какая-то история насчет вот этих кукол, которые сейчас вообще распространяются среди мужчин? Нет, такого, да, я живу в, республиканском штате Флорида, здесь таких ужасов нет. Поэтому все, что вы слышите там в Калифорнии, до нас это не доходит. Мы живем в нормальных традиционных ценностях, поэтому мы не хотим, чтобы нас трогали вот с этой ерундой со всей. Вот. А вот эта вот эмансипация, которая есть, ты знаешь, вот я недавно слушала американца. Ну, он такой, ему 50 с чем-то лет, но, честно говоря, выглядел он на все 70. Но он такой замученный работой. Ну, правда, это вот такой очень приятный дядя, но он там в комментариях тоже писали, ну, мужик, ну, как, ну, мужчины писали, мужик, ну, вот тебя потрепала жизнь, ну, Мгм. действительно, много работает. Он описывал о том, что он тоже снимает квартиру там с другим мужчиной, ну, потому что тяжело. Он развелся с женой, и он говорит, начал так ностальгировать о том, что раньше были традиционные семьи, где жена подчинялась мужу, а сейчас вот с этой эмансипацией все совершенно по-другому стало. И вот он тоже как бы говорил о том, что, ну вот я говорю с ностальгией, о том, что времена-то были хорошие. А сейчас мужчине, вот в этом смысле не просто даётся. Если женщина все требует, и еще его там прогибает по полной, как быть-то мужчине? Вообще вот эта история, когда женщина встает на сторону мужчины, ну, как бы представляет все таки что и мужчине может тоже то что-то не подходить, и тоже может быть непросто в какой-то момент. Как ты думаешь, женщины об этом должны думать? Ой, я бы сказала нет. Но я думаю, ты Не не должны? согласишься. Нет, слишком много на женскую голову забот. Нет. А каких забот, если она готовить не хочет, ничего делать не хочет? Каких забот? Слушай, ну, женщина, вы просто упускаете Тряпочка, иди отсюда. Вы упускаете главный момент. У тебя Женщина- это собака там, да? Собачка? да, женщина- это муза, она вдохновляет. Какая готовка, какая уборка, вы все позабыли. Она муза, она просто вдохновляет, она просто рядом. Все. Сейчас Вера меня ну, у нас полушуточный стрим, я тоже хочу просто немножечко все Ань, расслабились. а вот скажи, Мужики вот слишком ты напряженные. общаешься, с современными девушками, ну, как сказать, вот современные молодые совсем девушки. Ну, возьмем вот, например, возраст, где-то, ну, так, лет 20, например, да? Вот ты видишь разницу между вот девушками постарше, которые еще вот как бы, может быть, успели, прихватить вот это воспитание, которое раньше было, Тебе и, сколько лет? Начнем. я не сообщаю, сколько мне лет. Ну, просто можно было на нашем примере сообщить. Ну вот я говорю, вот лет Посмотрим. 20, вот ты общаешься с девушками, вот для тебя они, вот, ну, как бы, вот в плане воспитания, вот всего остального. Потому что у меня есть, видео на канале, где я, показываю, как раньше общалась, девушка, женщина, и как общается Мгм. сейчас. Вот это просто к вопросу о музе. Может ли такая женщина быть музой для Да мужчины, может, которая. конечно. Здесь вообще нету, возрастного. Это в России вы паритесь по возрасту. Здесь женщины не скрывают, и даже в 80 лет Нет, а я признают, не да, говорю про мужа любят. возраст, я А говорю про что? про воспитание, потому что в 20 лет уже как бы девушки получили другое воспитание, уже более раскрепощенные. Ну, поколение? Ну, Да, 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 я возможно. про это. Я про возраст, да. У нас в России, особенно мужчины, кстати, могу сказать, мне тоже периодически пишут про старость там какую-то. Вот я вообще вот это не понимаю, если честно. То есть вот у нас мужчины тоже хотят какого-то хорошего отношения, но и мне порой пишут в комментариях такое, что я просто вообще вот, то есть, что я старая, что я там, ну, там остальное все, да. Ну, вот Ой, у нас да. вообще вот эта история с возрастом, это вот, просто. И вот мужчины хотят укольнуть этим, прям вот очень так сильно. Как будто вот они все молодые у нас там сидят. То есть вот меня удивляет. Но это хейтеры, понятное дело. Это тоже говорит про Ну, на них обижаться- невоспитание. это грех, я считаю. На таких вот грех обижаться. Это Поэтому правда. Это правда. Но просто, там же вообще вот в Америке по-другому к возрасту относятся, да. Вот нет такого. У нас же еще какая история все таки.
Александр, я благодарю вас. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. У нас там к возрасту по-другому. Все таки у нас вот эта история, когда женщина спешит, ну, создать семью, потому что тоже как бы, ну, уже меньше давления, но есть еще вот это, что давай, пора тебе, ты чё засиделась там в девчонках. Мгм. И вот этот поиск начинается. Там все таки попроще с этим. Все больше такой на карьеру Да, но затрачивают. есть везде, как бы, я вроде с этой точки зрения согласна, потому что, во-первых, детородный возраст, и те надо успеть, потому что пока еще можно. Потому что здесь, да, ты можешь в 80 лет выйти замуж, но родить ты уже не сможешь, правильно? Вот, поэтому вроде как и есть резон поторопиться. Ну, просто тогда придется сделать выбор, что просто ты можешь рожать для себя, если ты не нашла правильного мужчину, просто роди для себя тогда. А потом уже со временем ты встретишь там любимого мужчину, но у тебя уже будет там свой ребенок от кого-то. Если ты на это согласна, ну, так, то нет вообще проблем. Рожай от кого угодно, и потом уже там, как говорится, найдешь. А так хочется, когда и все и сразу, то ждешь до последнего, как бы, ну, вроде, да, уже пограничный возраст рожать, но не от кого. И ты уже принимаешь решение все равно. Ты для себя, если ты реально хочешь ребенка, рожай для себя. Вот все упирается. Если бы не дети, мне кажется, если бы нам не надо было рожать, вообще было бы без разницы, и никто бы никуда не торопился. Но вот из-за этого у женщин только это камень преткновения, вот на мой Ну взгляд. да. Ну да, женщина, как бы в молодом возрасте все равно понимает, что в какой-то момент ей даже вот когда, например, я работала, и девушка, ну, она вот по карьере пошла, и она говорит: "Всё, я понимаю, что, ну, года на 3 я точно выпадаю вообще, потому что вот все надо ребенка". То есть у женщины, конечно, этот момент, существует. Да. Ам, Ань, я в твоем видео услышала такое интересное, ты говорила момент такой, что американцы замужних женщин называют бандеролькой. Так и есть, но мы не обижаемся на это. Так и есть. Я тебе про это хотела рассказать. Ты мне задала вопрос, но потом ты куда-то ушла, и я хочу Да, ответить. извини, пожалуйста, Да я нет, могу, да да. нет, просто пока я не забыла. Он связан, почему они выписывают эти бандерольки, и почему кажется, что здесь все такая сытая жизнь там, а в России все хотят в Америку, особенно американских мужей, потому что там у них много денег. На самом деле, если сравнить вот доллары с рублями, вы сами увидите эту разницу. Когда американский мужчина тебе даже $100 в Россию пошлет, для тебя это как бы уже какие-то деньги. А если он 1000 пошлет, то это уже, в принципе, не маленькая сумма. Естественно, когда он будет тебе переводить доллары, тебе будет казаться, что у него куча денег, но есть такой, знаешь, они выписывают эту бандерольку сюда, то есть я тоже, да, бандеролька, они выписывают тебя сюда, и когда ты приезжаешь сюда, ты чувствуешь контраст, что доллары в России это действительно деньги, а доллары в Америке это такие же рубли, как в России, понимаешь? То есть сразу ты чувствуешь большой контраст, что да, когда он мне переводил деньги, все было, мне на все хватало, там, шубы, бриллианты покупать, а сюда я приехал, нам еле-еле на жратву хватает. Понимаешь, вот такой контраст, потому что как правило, выписывают бандерольки мужчины, ну, грубо говоря, неуверенные в себе, которые с американками не смогли построить отношения. А уверенные все американцы, они найдут американок, потому что все хотят таких хороших мужиков. Никто не откажется. Им легко познакомиться. Поэтому говорю, чем вы больше зарабатываете, тем больше у вас шансов встретить нормальную женщину. А так, вот эти вот американцы, которые не состоявшиеся, они выписывают бандероли. Вот так. Ну, то есть бандероль — это женщина, которая с другой стороны, грубо говоря. Да, да. А вот скажи, пожалуйста, вот касаемо у меня тоже на канале такая романтизация американских женщин, что они легче идут на контакт, что они легче общаются, ну, Они более знакомятся, раскрепощенные, да, они более раскрепощенные. раскрепощенные, открытые к Да, общению. да. И они смотрят на состояние мужчины. Ну, они смотрят, но просто американские женщины, им уже в детстве, в них вложено, вот у нас, я не знаю, как нас так воспитали, что мы принцессы все, а они все А ты равно считаешь, это по-другому. правильно или неправильно, вот такое воспитание, что мы Но принцесски? я не считаю, что это правильно. Я считаю, что женщины должны вложить тоже такое, что она должна уметь зарабатывать на случай, если он ей даст пендаля, и она не осталась на улице или не осталась у разбитого корыта, она должна хотя бы свои какие-то нужды, да, зарабатывать на эти нужды, чтобы она смогла сама хотя бы снять квартиру, там какую-то машину купить, то есть ну, на еду ей хватало, чтобы она реально не была зависима хотя бы от мужчины.
Вот эта независимость должна быть с детства вдолблена в голову, что не только мужчина, но и женщина должны себя уметь обеспечивать. Но в отношениях, когда мы сейчас переходим к отношениям, я считаю все-таки более романтично, когда мужчина берет на себя эту нагрузку финансовую. Вот для меня так. Мгм. Вот. А для Ну, американских женщин, в принципе, они не против 50/50, но их так воспитали с детства, поэтому они, может быть, ну, более такие, что ли, сговорчивые. Но опять же, у американских женщин есть другой недостаток. Они не будут терпеть все, что терпят русские, допустим. Они не будут. Русские а более что именно? терпеливые женщины. А Но, что например, именно? какое-то пренебрежительное отношение, там они все, а тем более женщины зависимые, да, финансово, они же больше терпят, от мужчин, правильно? Еще и иногда рукоприкладство терпят и так далее, вот это вот все. А американки нет, она тебе сама пендаля даст или в полицию позвонит. То есть ты не будешь так себя с ней вести. Мгм. Она прям быстро сразу Да, она разберется с быстро этим. тебя сразу под срачник и всё. Ищи кого-то, ищи Мгм. бандерольку тогда, если ты не можешь нормально. Все. Мгм. Просто моему мужу не повезло, ему попалась бандеролька с американскими замашками, что сама пендаля давала. А ты вот, думаешь о том, что ты в чем то могла быть, виновата, вот в том, что не сложилось? Или это просто вот, как ты говорила, потому что вот вы просто кардинально разные люди, вот, то есть даже попытки не было с твоей Нет, стороны? я для себя, я просто, как сказать, в тот момент быстро для себя сориентировалась быстро. То есть я попала в такую ситуацию, когда он меня загнал в угол, то есть я должна либо подчиниться и ползать, да, там на цирлах, либо просто вот, и это, грубо говоря, я сейчас, да, выражаюсь так, на понт берет, то есть проверяет, насколько далеко он может зайти вот в этом, да, вот в этом, как сказать, пренебрежении к тебе. И тогда я просто вынуждена была принять решение. Я ушла от него, ушла вот в этот приют для вот этих вот э, женщин. И все. И он не Потому что ожидал тебе жить этого. негде было, да, Да, получается? он не ожидал, то, что они думают, что если они привезли там филиппинку или русскую, то они могут тебе на горло наступить, и ты согласишься. Было такое, что, допустим, он меня неделю не кормил, а потом, типа, он сжалился и принес мне еды накупил. Типа, я должна ему пятки целовать, что он вдруг меня покормил на выходные. Все, я сразу это все как бы у меня записалось в голове, что я не должна быть жертвой, и себя из этого надо выдрать. Поэтому, естественно, какие бы деньги у него не были, тебя они не сделают счастливыми, если у него к тебе чувств нет. Поэтому помимо денег у мужчины должны быть к тебе тоже чувства, что он тебя уважает и любит. Вот если ты этого не чувствуешь, то деньги тебя не спасут. Он просто их тебе не даст, и все. И все. И тогда он не ожидал, потому что обычно женщины терпят, и они начинают их тогда лупить, они начинают издеваться, обзывать, там еще что-то. А здесь он не ожидал. Ну как это? У меня дом, у меня там машина, у меня тут связи, у меня тут деньги. Куда ты денешься? Спокойно делась и все, пошла и всё. И как бы я вроде бы все это бросила, но потом так получилось, что потому что здесь такая система, здесь адвокаты у всех, это и так, потом мы смогли договориться. Вот, но да, для него это, конечно, был шок, потому что обычно женщины терпилы какие-то просто. Ну, и знаешь как, вот, я сейчас от того, что, понимаешь, мои видео, да, у меня очень много комментариев поступает. И я вот тебя слушаю и понимаю, что, ну, там, наверное, в принципе, вот в Америке действительно ты приехал, и там нет выбора, да, вот, то есть ты как бы должен и сам там выживать, да, вот особенно когда ты начинаешь только свой путь, это же вот даже переезд, да, как сравни пожар, да, все равно ты начинаешь все заново, получается. Ну, все таки как бы, вот вообще, когда с нуля, например, как моя подруга приехала, там вообще, ну, там просто приключение за приключением, просто из фильмов ужасов у нее было все это. Но она уже, слава богу, это прошла, но это все Мгм. заняло очень долгое время. Да. И я, конечно, это понимаю прекрасно, что, когда женщина тоже это проходит, но основная претензия сейчас мужчин, я вот не знаю, вот американцы говорят об этом, на свиданиях или вот как-то делятся о том, что, ну, какая-то роль чувств должна быть. То есть вот как ты сказала, что сейчас, получается, любовь, чувства, они не нужны людям. То есть Нет, они подходишь. нужны, просто ты хочешь кушать, понимаешь, и ты пытаешься выжить в этом мире.
Поэтому. Не, ну кушать это одно, а, например, жить роскошно, как многие женщины хотят за счет мужчины, это немножко другое. Понимаешь, кто-то может согласиться, вот я его люблю, просто у меня, например, случаи в жизни есть, когда женщина была с богатым мужчиной, она так натерпелась от него, что когда потом я у нее спрашивала, вот ты загадывала, что вот следующий был богатый, ну, представляла, хотела, она говорит, нет, вот нет Потому вообще. что обожглась, да. Ну, Потому что очень сильно обожглась и поняла, что там тоже столько вообще проблем с этими богатыми, как они там могут быть и отклонения, и какая-то доминация, доминанты очень сильные, да. Вот ты тоже в своем одном из видео говорила, приводила пример, когда богатый мужчина в самолете просил там девушке, чтобы она там пятки ему или не в самолете, да, или как. да, она делала. Она считает, что это в порядке вещей, и я не могу осуждать ее за это. Для нее это в порядке вещей. Для нее Он это в просил, порядке чтобы вещей. она ему пятки массажировала. Да, да, ноги. При людях, то есть ты Да. как бы для тебя это было Да. не норма. Для меня, ну нет, не норма. Я не думаю, что вот мужчина меня уважает, если он это просит. Когда дома он просит, это норма. Но прилюдно не думаю. Мгм. Ну, то есть и тебе кажется, что она вот как бы, ну, обманывает себя, что вот для нее это нормально, да? Она Она обманывает может и ради нет. денег. Я же тебе говорю, у нее такая психика. Для нее это норма. Все, что для одного норма, для другого нет. Мгм. Нет, я не могу ее осуждать. Это может быть для нее действительно норма. Но это не значит, что она плохой там человек или она притворяется. Возможно, и даже не притворяется. Просто она такая. Не Ну, а знаю. вот, те мужчины, которые как бы запрос у мужчин есть на чувства именно, это как? Можно определить, что у мужчины ничего нет, и он только вот бьет, ну, как бы говорит о том, что вот полюби меня просто таким, какой есть, и больше ничего. Ну, Ну, я я вот чё, ты поняла, да, вопрос? я не истина в последней инстанции в этом. Мне кажется, что многие богатые мужчины, им не надо любви. Они хотят тебя купить. То есть они осознают, что ты с ними за деньги, но ты будешь делать то, что они хотят. Им просто будет хорошо с тобой. Да, им не Мгм. нужна любовь. А что, вот Многим. по твоему мнению, что делать вот обычным мужчинам, которые хотят любви, например, хотят встретить хорошую Продолжать женщину, искать женщину. Продолжать но искать женщину. Просто это денег меркантильно. нету, например, у него? Но, Вера, ну ты меркантильная, ты можешь сказать, может быть, ты не я да, допустим, вот они не хотят это слышать. Ну да, так вот получается, что я своего рода меркантильная. Но если ты не меркантильная, есть же у мужчин шансы, правильно? Не всем же нужны деньги, как мне. И есть много женщин, которые вообще они не смотрят на это. Поэтому, ну, на Мгм. мне свет клином не сошелся, не все такие плохие женщины, как я. Очень много Мгм. хороших, очень много хороших. А вот если, например, какое-то время ты не встретишь мужчину вот такого, ну, обеспеченного, да, ты можешь изменить свое мнение? Ты можешь уже Мгм. посмотреть на мужчин? Нет, все равно будешь Нет, ждать? нет, мне в жизни важен мой комфорт. Все уже прошли те времена наивные, когда мне можно было там запудрить мозг и так далее. Да, мне уже это не надо. Мне У тебя нужна такие там комфортная птички жизнь. так поют прекрасно. Да, да, здесь рай, здесь рай. Мгм. Получается, вот я у тебя, кстати, не задала такой важный вопрос, зрителям, получается, его не осветили. То есть, получается, ты переехала в Америку через какую-то вот эту программу замужества, да? Воссоединение семьи, да, воссоединение семьи это называется. Потому что я И уже она вышла вот эта замуж в программа, России, то я есть и была сейчас здесь. есть, да, 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 такая, то есть. есть вот так вот переезжают. Ну, там сбор документов большой. Вот ты, кстати, на своем канале, ребят, я там ссылку оставила, Анин канал, кому интересно. У тебя там, кстати, вот ты так, ну, интересно рассказываешь, и у тебя прям такие долгие видео, но Мгм. подробно, ты прям с документами, там хорошо так обращаешься, во всем разбираешься. Это уже ты с 19 года в Америке, да? Да, с мая. Вот будет 6 лет вот Получается, это. Мгм. 6 лет уже будет. Тебе вообще нравится вот так просто, отклоняясь от Америки? Ой, от отношений? Мне нравится Флорида. Если бы я приехала в любой другой штат, я бы, наверное, уже давно, свернулась и уехала обратно. Но Флорида прям вот она А ты ездила, да, по разным? Нью-Йорк, там, Лос-Анджелес, да? Нет, так далеко не ездила. Я вот все, что рядом с Флоридой, вот эти близлежащие штаты. Вот. Мгм. Да. А как вообще вот твой день обычно проходит?
Васенька, привет. Ну, с тех пор, когда я не работала, я жила на деньги мужа, уже в разводе я была, но на деньги мужа жила, было прекрасно. Я ничего не делала, я целыми днями там гуляла, ну, то есть КПД ноль было, понимаешь? Я просто целыми днями гуляла, вот собачка у меня, я для себя завела собачку, по магазинам шопила, съездила. То есть вот типа вот такие будни, приживалки называется. А потом, когда вот уже жизнь заставила работать, у меня все поменялось. Теперь я работаю с утра до ночи, и вот в выходные только я наслаждаюсь жизнью. То есть я вот на бассейн, сейчас пойду на бассейн, когда закончится стрим, пойду надену купальничек, пойду загорать. Вот. Ну, так, в магазины уже я так не шоплюсь, потому что уже нашопилась столько, что уже просто, ну, нет смысла. Просто живу как вот, знаешь, в моменте, наслаждаюсь своими выходными. А вот ты сказала, что, получается, муж тебя заставил пойти работать? Нет, ну, когда уже алименты закончились, уже надо было выходить на работу, жить-то на что-то надо. Он тебе не говорил идти работать? Он мне постоянно жужжал, когда было в отношениях, почему я не работаю. Я говорю, пока мне надо язык подучить, мне надо на машину научиться водить. То есть я же не хотела бы куда идти работать. А он говорит, вот ты так будешь на моей шее. То есть я так поняла, что ему на меня плевать. Он хочет, чтобы я шла куда угодно, уборщицей там, за кем-то попой вытирала, там еще что-то. Ему было все равно, чтобы я куда-то засунулась работать. Вот. А я пошла работать, когда я была готова, когда уже у меня был язык, когда уже у меня были права, когда уже был какой-то опыт проживания. Я сразу пошла и занялась какой-то офисной работой. Ну, не сразу, я там подрабатывала чуть-чуть там вот с животными, я работала, ну, совсем там чуть-чуть. Вот, а пошла уже как вот работать, бумажная такая работа с документами, когда я уже была готова. То есть то, что мне нравится. А если бы он, мне кажется, меня любил, он бы мне помог найти ту работу, подождал бы, да, и помог бы мне найти работу, которая мне по душе, а не клевал мне мозг, иди лишь бы куда. Потому что, а как я буду Мгм. ездить там на работу? На велосипеде, что ли? Да, вот моя сестра сказала, что ты можешь взять велосипед. Ну вот пусть твоя сестра берет велосипед и вперед, а то она сама не работает, сидит на шее мужа, и она будет учить меня, как жить. То Просто есть, я вот часто от своей подруги слышу о том, что вообще американцы, вот они многие не любят, когда, ну, не работает женщина там. Ну, есть те, которые там, например, там супер богатые, да, и женщина может быть в семье, но тем не менее все равно они как бы больше уважают женщин, которые работают все-таки. У нас просто да, менталитет другой. правда. И муж мне об этом говорил. Ты думаешь, мою сестру уважают, типа в нашей семье, что она сидит на шее мужа? Я говорю, ну не знаю, там же это самая богатая семья у вас. Но это, говорит, ее мужа уважают, а ее-то, говорит, вот поэтому, типа, да, он так и сказал. Мой муж говорит, что если ты что-то из себя представляешь, тебя будут уважать. А если ты так сбоку припеку, ну да, ты там хорошо, когда семья сложится, есть любовь между мужчиной и женщиной, но типа в обществе, вот окружение тебя уважать не будут, потому что ты типа ноль без палочки. Ну, не знаю. Александр, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Ребят, эм, Ань, давай чуть-чуть остановочку сделаем. И я хочу уделить время нашим зрителям. Вы такие активные, как обычно. Напишите, пожалуйста, ваши вопросы, впечатления о нашем эфире, вопросы для Ани. Сейчас, я просто извиняюсь, я сейчас, иначе у меня не от того, что перегрелся, а зарядка сейчас сядет вообще. Темнота Электричества нет, все выключили. выключила. У меня то одно, то другое. Так, я не могу. Это технически все Не эти истории, это получится. вообще, Мгм. это просто... Ой, сейчас я надо включить. Это просто не мое вообще. Так, что пишут ребята наши золотые? Вопросы все отпали. Какое у Ани образование? Ань, какое у тебя образование? Магистратура у меня. Ты вообще рассматриваешь вариант, что ты можешь вернуться в Россию? Не, на данный момент я не хочу, если честно.
Тебе нравится. Это здорово. Для тебя, получается, нет разницы, будет это американец, испанец, русский. Главное, чтобы он На мне гусеница какая-то. Да, пока не главное, важно. чтобы А? Пока я не чувствую, что это для меня важно, кто именно. Я не делю так на категории людей вот по происхождению. Ну, как интересно, что тебе русские, получается, не попадаются вообще Да. мужчины. Ну вот они, потому что мне пишут здесь уже гадости, потому что я им не по зубам. Они говорят, то старая, то наглая, то меркантильная, поэтому мы просто не можем быть вместе. У них на меня аллергия. Ты знаешь, я помню такой момент, я была в Лондоне с подругой, пошли в клуб. Я была очень молоденькая, не надо мне сейчас писать, что я хожу по клубам в своем возрасте. Да. Я, правда, у меня было время, когда я вот, что называется, такая хорошая девочка с хорошим воспитанием хотела быть плохой девочкой. Мы ходили по клубам, и там, я помню, такое описание клуба было: оазис роскоши и элегантности. Там, ну, там был клуб, где выступала Бритни Спирс, вот. Мгм. И я, как жутко туда хотела, но там была такая очередь, что это было просто нереально. И был другой клуб вот этот, где был оазис роскоши. Ну, по лондонским меркам оазис роскоши и элегантности, кто не был в Лондоне, скажу, что когда мы туда зашли, я была в шоке, потому что это означало ванная, где просто в ванной много-много шампанского, и вокруг этой ванной, еще люстра была большая, правда, стеклянная, и просто тусуются люди, все, это вот все помещение, вот просто квадрат такой, вот это вот оазис. Вот, и я помню, мы, значит, танцуем, меня там пригласил темнокожий мужчина, очень там тёрся об меня. Они, конечно, очень в этом плане активные. Вот, кстати, я хотела тебе вопрос задать по поводу того интереса иностранцев к русским девушкам, именно женщинам. Вот когда ты уезжаешь куда-то, ты это чувствуешь на себе. И, значит, ко мне подбегает, я помню, молодой парень. Он жил на тот момент в Лондоне 5 лет. Ну, где-то так примерно. Он говорит: вы из России? Вы по-русски говорите? Я говорю: да. Я говорю: а что такого? Экзотика. Он говорит: как я рад вас встретить, как я рад просто пообщаться с русскими девушками. Можно с вами потанцевать? А он был один там. Я Мгм. говорю: да, можно, конечно. И он начал нам рассказывать, что как ему сложно там познакомиться, какие там девушки все ну, тоже такие там с проблемами, и тоже заточенные на это материальное только. В общем, он с такой радостью, знаешь, как мама родная принимала нас, прям обнял, говорит: боже, как я скучаю по нашим русским девушкам. Но это еще, надо сказать, было Вот. уже много лет прошло. Сейчас, видишь, все изменилось. А вот Все. нас, они русские, не ценят нас, русских девушек, не ценят. Вера опять зависла. Какой она себя видит в будущем, детей хочет. Но я не хочу для себя детей. В хорошей семье с хорошим мужчиной можно. Но так вот у меня нет такого, чтобы я прям во что бы то ни стало хочу. Что ты можешь предложить мужчине? Ничего не собираюсь предлагать. За меркантильность надо ценить. Это правда, ребят. Это правда. Вы прям в самую точку. Цените нас за меркантильность. Вот. Иван, ты же со мной согласен? Я знаю, что ты со мной на одной волне. Вот. В любом случае интересно послушать. Спасибо большое. Ой, пора на бассейн. Пора в купальник и на бассейн идти. Уже прям так жарко становится. У меня время 12:54.
Метлу вот здесь вот рядом. Метлу паркуешь. Я Занесло, как обычно. тут! Я тут, извините, пожалуйста, меня, ребят, ну ничего не могу сделать, ну никак. Безобразие, безобразие. Штраф. Безобразие просто. Ведущая, я представляю, так на Да. программе, так кто-то. Ну, у Вот. нас свободный, поэтому... Что ты говорила, Ань? Извини, пожалуйста, я Нет, была это вообще... ты всех, завлекла оазисом, а они подумали, что мы обдолбанные какие-то наркоманки, что мы там про оазисы какие-то Ну, это говорим, бассейны. естественно, естественно. Но я подчеркнула, что это было давно, и на самом деле это было просто... Вот я была в центре Лондона, и мы просто куда-то вечером с подругой, вообще без каких-либо поисков. Мы хотели просто пойти и потанцевать там, и вообще никого не искали. У мужчин Мгм. сразу, им кажется, что женщина идет, обязательно кого-то надо найти. Мужчин Вот. даже не представляет, что как куда-то пойти и никого не найти в клуб, например. Но я вообще ходила в клуб, у меня было несколько подруг, с которыми я ходила, у меня вообще даже не было цели. Вот. Ну, там у одной подруги была цель, правда, а у меня не было вообще. Она добилась того, чего хотела? Ой, она в итоге не в клубе. Ну, как вот в клубе, как можно найти Ну мужчину вот. нормально в Ну, клубе? потому что это клуб по интересам, туда ходят, поразвлечься. Если тебе там скучно жить, да, иди в клуб, все нормально. То есть по Нет, интересам. были, конечно, разные знакомства, но это все вообще, это просто из такой молодости зеленой, и это все в таком, я вспоминаю, это просто ужас ужасный. Эти какие-то ребята вообще невменяемые, какие-то, ну, просто ужасные. Они хотели впечатлить какими-то машинами спортивными, как эти Мгм. девушки там на эти спортивные машины ведутся, какие... Ой, Так, мне на пару минут отойти. Ты посидишь с ними? Я сейчас собачку мне надо завести. давай, Мне давай, надо вот, я выпила целый давай. стакан, мне надо это разгрузиться. Я щас Давайчика, а приду. я пока почитаю комментарии. Мы Да-да-да. тебя ждем. Давай. Так, Ребят, я отключу микрофон и видео пока так. да-да-да, ты у нас Мгм. маленькая осталась картинка тебя. Ребят, пожалуйста, делитесь своими впечатлениями об эфире. Какие вопросы еще задать? Я думаю, мы чуть-чуть еще посидим и уже все. Я закончу эфир. Возвращайся без купальника. Ну, ребята, ну какие вы? Откуда у Верёши деньги на Лондон в таком возрасте были? Ну, были. Я вообще зарабатывала очень хорошо, если что. Ну, не на тот момент, но на самом деле тогда цены другие были. Я вот вспоминаю свою молодость, уже вот спокойно там можно было путешествовать. Ну, просто это были... Я в хостеле жила, например, в Лондоне. Там вообще, я помню, 1000 рублей было в центре, в хостеле 1000 рублей. Мы с подругой, ну, 2000 стоило, 1000 с человека. Просто проживание. У нас был тур, очень дешевый. Моя подруга организовала. Мы летали, сначала были в Италии. Поездка на сколько, 3 недели у нас была. Сначала была Италия, мы там покупались, с разными приключениями. Там и в Флоренцию сгоняли, и в Милан. Потом мы отправились во Францию, потому что у меня было дикое желание попасть в Диснейленд. Я обожаю все эти горки, аттракционы. Ну, со всеми перелетами, все, мы там на букинге, моя подруга это все организовала, сделала, купила. И потом мы в Лондон поехали. Ну, надо сказать, что я еще работала в Большом театре, поэтому я еще в какие-то страны на гастроли летала. Вот у меня, была возможность полететь на гастроли в Японию. К сожалению, у меня был тогда диплом, и я просто дико жалею, что вот это я не смогла это сделать. Вот. А так что то все успевала. Сейчас просто цены неподъемные, реально. То есть цены на поездки, на машину купить, все гораздо дороже, чем это было раньше. Ну вот как-то реально. Мы что то все успевали, хотя у меня зарплата на тот момент была не очень большая, но можно было все заказать через "Букинг" очень дешево. И это не были лакшери отели, но тем не менее, это все классные очень поездки были.
Гастроли театра. Какие бывают гастроли? Гастроли театра, артистов. Идите к Майскому. Ребят, насчет Майского могу сказать, что меня просто большое количество просят мужчин. Я не против, сразу скажу, но я сама просить не буду вот этого автора. Я ни одного видео, честно говоря, не смотрела, но я правда не против. Если вы хотите, если кто-то ждет там какого-то разноса, пожалуйста, но я умею за себя постоять, поверьте мне, поэтому у меня так просто тоже, знаете, кто-то там ждет, что очень просто вывести вот на какие-то эмоции что-то. Ну нет, нет. Может быть, наоборот. Вот, но я не против. Если меня кто-то сконнектит, например, как это было, например, с каналом «Жизнь свободного мужчины», пожалуйста, ребят, я говорю, я не против. Вот если так сложится, то, что называется, на это, ну, для вас. Вот. Маски порвёт, как Тузик грядку. Ну, это смешно, конечно, ну ладно. Что за кулон на шее? А это сердечко от Я Тиффани иду я. с замочком. Вот. И там написано Tiffany Return. Знаете, да, что это сердечко, там у них история есть, вот эта вот подпись Return, то есть это как возвращение, да, можно вернуть. Это делали, они же давно уже существуют, Tiffany. О, вот, и там, если ты потерял, то это возвращается на это место. Что такое я читала? Это я рассказываю про Tiffany сердечко. Меня спросили, это какая-то предыстория я читала. То есть ты вернул, ну, это как вот с сумками Луи Vuitton, например, там же тоже с замочком, если там она потерялась, то есть у тебя там данные твои есть, тебе могут вернуть, ну, в общем, какие-то такие Так, истории. продолжаем. Да, Ань, какие у меня вопросы? Ну, в принципе, вопросы, которые я тебе выписала задать, я, в общем-то, все задала. Вот у меня, знаешь, какой вопрос, наверное, остался? Мне просто вот самой, как женщине, просто интересно. Ам, вот ты говорила как-то в видео своем, я так урывками, ну, я не все видео слушала твои, вот, но вот ты говорила о том, что после развода ты чувствовала какое-то вот чувство стыда такое было, что вот вроде как не получилось, как это вот бывает, да, вот ты уехала, вроде все здорово, замуж за Мгм. иностранца, а потом как бы Ну да. согласиться с тем, что не получилось. Вот не все Ну, могут. И ты на своем канале говорила, что почему эту тему не освещают. Это касаемо тоже иммиграции, когда приехать, у это людей. называется, Вера, приехать в США и обосраться. Вот типа такого, поэтому, да. Нам-то чё, нам всё равно. Ну да, Главное, потому хоть до что конца. Прям по-крупному. это вот тема иммиграции, когда у людей не получается, но они боятся признаться в том, что они сделали ошибку или что-то не получилось. И Да. ты говоришь открыто об этом, что ты такое Ой, да я во испытала. всем открыто говорю. Вообще мне до лампочки. Мгм. Мгм. И вот ты говорила, что тебе тоже там женщины, да, пишут о том, что вот Ой, и женщины красотки просто, да. пишут о том, Всех что люблю, как всех ты с люблю. таким обеспеченным мужчиной там, да, Да. вообще. Ой, всё-таки вот беспокоит людей жизнь других людей. Слушай, а мы с тобой говорили перед, вот, когда вдвоем общались перед стримом, ты говоришь, Мгм. раньше вот было, типа, браки такие долгие там, и причину, и ты сказала, что людям было стыдно разводиться. Вот, на мой взгляд, это хуже, чем сейчас. Да, браки были долгие, но причина почему была? Потому что им стыдно было разводиться. Вот мне кажется, наоборот, это плохо. Как ты думаешь? Вот сравнивая с нынешними днями, что сейчас легко это все разводиться, но тогда да, семья распадается, но тогда почему семьи были долгие? Не потому, что брак крепкий и счастливый, а потому что стыдно было перед своими родственниками там или. Ты знаешь, я задавалась этим вопросом, потому что я вообще хочу снять на эту тему отдельное видео, потому что здесь очень двоякая история между тем, что, с одной стороны, было раньше очень много ограничений, что вот, одна женщина там
ну, и один мужчина на всю жизнь, и женщина могла быть действительно несчастливой с этим мужчиной. Я знаю лично такие случаи, но тем не менее все равно как бы люди вот жили. Я знаю сейчас уже вот там, например, поколение моих родителей, когда вот люди живут, они уже не любят вообще, там любви вообще нету. Они просто живут, потому что вот есть общая жилплощадь, там ее делить вот не хотят, да. То есть, ну, тоже вот как вот из «Мастера и Маргариты» было, да, что квартирный вопрос, он всегда останется. Ага. Вот. И вот я задумалась, что, в принципе, конечно, с одной стороны, жить тоже с нелюбимым человеком, вот всю жизнь ты тратишь, получается, на человека, которого ты не любишь. Мгм. А с другой стороны, что может заставить тогда людей вместе жить, понимаешь? Вот если сейчас 33 удобства есть у людей, если Да. сейчас, все абсолютно автономны друг от друга, ну, мужчины более автономны, тем не менее, все равно. Но опять же, мы берем просто объективно. Мужчина может справиться без женщины, вот, а вот женщина на 100% без мужчины не может справиться. Это даже элементарно в какой-то вот жизни просто вот взять, там машина Ну, сломалась. Вера, сейчас я справляюсь без мужчин 100%, Нет, без мы-то справляемся, я тоже без мужчины справляюсь, но все равно, если какая-то физическая помощь нужна, понимаешь, это ты либо идешь и платишь специалисту, либо ты Да. своему знакомому просишь, потому что он мужчина, он сильный, он справится. То есть вот раньше была очень нужда, вот Мгм. эта необходимость в мужчине у Ну, женщины понятно. была. А Ну, то сейчас, есть, опять же, к любви это не имеет ничего общего. Поэтому, в принципе, что изменилось с тех времен? Ничего. Как любви не было, так ее и нет. Все время отношения строятся на чем то еще, на не, ну чем то раньше еще. по любви все таки больше выходили замуж, раньше больше по любви, понимаешь? Когда, например, люди знакомились, они не спрашивали, что есть, потому что ни у кого ничего не было. Действительно, а чё было спрашивать? Ничего нет ни у кого. Ну, как бы, Социальные да, иллюзии ты нормально, да, жили? и вместе, да, и вместе что-то приобреталось. Но понимаешь, это вот тебе не кажется, что это немножко нечестно, когда, например, мужчина, он, чего-то добивается, трудом, своим там, потом, да, ну, я так условно, ну, как бы Вот. тратит какое-то количество времени в своей жизни на то, чтобы чего-то достичь, и потом Ага. встречает женщину, которая все это может отнять у него. Вот это разве честно? Вот надо себя поставить в этом вопросе на место мужчин. Вот как бы ты мужчина, да, вот как бы ты выбирала себе женщину? Вот у меня, допустим, такая схема в голове. И мне, например, я знакомлюсь, я смотрю, то есть я не предъявляю сразу претензии к этой женщине, что она должна или что она мне даст взамен, а просто смотрю, как она рассуждает, что она говорит. И между делом чуть-чуть прощупываю почву, что у нее есть. Если у нее там нету богатых родителей, ничего, что, чем она занимается там. Не выпрашиваю вот это как на допросе, а кем ты работаешь, а какая у тебя зарплата. Это не надо у женщины спрашивать, а так тихонько прощупывать при каждом там свидании, при каждом общении, она все равно расскажет это. Ты все равно как бы узнаешь хотя бы приблизительно. И ты будешь уже видеть, какое у нее отношение к работе, какое отношение к жизни. И ты делаешь для себя выводы, подходит тебе такая женщина или нет. И тогда ты уже там идешь в банк и предлагаешь ей там отношения более близкие или там еще что-то. А они пропускают этот этап, и они сразу начинают к тебе с претензий, типа за горло берут: "А что ты мне можешь дать? А чё там у тебя за душой? Или там что ты из себя представляешь? А будешь ли ты со мной только из-за денег?" То есть начинают вот эти все карты открывать, и уже как бы все тупик, понимаешь? Вот они как-то очень много ошибок делают на этом этапе знакомства. Они нетерпеливые какие-то. Ну, может быть, потому что они уже подспудно знают, ну, опять же, я не знаю, как в Америке, но вот в России уже подспудно мужчины знают, что женщина будет интересоваться этим материальным. Вот просто знаешь, какой вопрос интересный? Ну, мне бы хотелось тебе задать, но мне кажется, он интересный. Вот как ты Мгм. думаешь, как в дальнейшем, в будущем, вот если сейчас уже такая тенденция, что дальше в отношениях ждет людей? Я сейчас, извини, пожалуйста, не договорила по поводу твоего вопроса. Вот я стала говорить, как раньше было. Я считаю, что, с одной стороны, лучше стало, что люди могут, с одной стороны, выбирать, ну, не жить не в счастливых отношениях.
Мы, Мгм. например, возьмем даже нашего главу государства, да, вот если вот раньше тоже это ничего не освещалось, как главы государства разных стран об этом заявляют сейчас. Вот. И опять же, я говорю, знаю разные случаи, когда женщина реально просто страдала всю жизнь, просто страдала. Вот есть такой мультик "Вверх", ты смотрела? М. Когда, ой, очень хороший мультик, он там награды получил. Ребят, кто смотрел "Вверх" мультик, очень классный. И там у мужчины, ну, уже старенького, у него умирает жена. Мгм. И он как бы пострадал, и потом отправился в путешествие. Вот, и там много разных, ну, как бы он не стал, понимаешь, на этом. Это вот я к чему? К тому, что бывают случаи, когда люди не могут вместе, вот они в браке, а вместе не могут, что то сделать. И когда человек, например, я тоже знаю случаи, когда человека не стало, там человек выдохнул и всё, и он дальше начал уже делать то, что он хотел, а с этим человеком этого не получалось делать. Ну, то есть много разных историй на эту тему. Здесь кому как, но я к тому думала о том, что, может быть, людям все равно нужны какие-то ограничения. Знаешь, сейчас настолько свобода, особенно вот у женщин, Мгм. есть. Ну вот я больше склонна к тому, чтобы, ну, немножко, чтобы было меньше вот этой вот какой-то, м, ну, как сказать, не свободы физической, не в прямом смысле, а свободы в этих прав, что ли. Потому что очень много женщин пользуются тем, что сейчас, вот эта вот эмансипация, да, Мгм. и женщины давят очень сильно на мужчин. Вот Вот. смотри, такой у тебя конкретный вопрос. Если бы вот поставь себя на место мужчины, вот им интересно, как бы как бы ты искала себе пару? Вот что бы ты делала? Твои действия. Вот ты мужчина, у тебя нет денег. Твои действия. Я мужчина, у меня нет денег? Да. Да, что делать? Ну как, в смысле, вообще нет денег или сколько? Ну, так, ни шатка, ни валка. Ну, если нет денег, то это какой-то вообще лодырь. Нет. Ну, таких мужчин, я не знаю, сколько таких мужчин, у которых вообще нет денег. Вот вообще, то Ну есть хорошо, у мужчина него есть вообще. деньги только на него, на себя. Вот у тебя только на себя. Ты можешь себе там оплатить, комнату, квартиру, там, ну так. Ну, короче, с голоду не пухнешь. Что делать? Ну, хочешь женщину приличную, хорошую, что делать-то? Ну, я бы старалась. Я бы Чем старалась работать. Ну, понимаешь, я вообще такой человек, я считаю, я претензии предъявляю к себе всегда. Мгм. На самом интересном месте. Так мы и знали. Никаких гарантий. Нет, она, у нее телефон глючит. Перегревается, я так поняла, только когда она с "Ютуба", на "Ютубе" сидит, перегревается батарейка. Сейчас она перезайдет. Ну, вот поэтому такое отношение. Вы говорите, есть деньги, но есть помоложе девушки. Тоже вы тоже хотите себе все самое лучшее, правильно? Все самое молоденькое, все самое, то есть вы же тоже не роетесь там на мусорке, не ходите. Почему женщина должна подбирать всякий мусор? Объясните мне тоже тогда своим языком. Вы же тоже хотите что-то получше. Ну и женщины хотят. То есть, как бы вот, ну, вы ей не заходите. Как можно обижаться на это? Все будет хорошо, да, Сергей? Будем надеяться.